Как бы вы смотрели на то, если бы вас ругали за чрезмерное обучение вашего ребенка? А еще если бы за вашим чадом смотрела эдакая дневная мама? В нашей стране считается абсолютно нормальным отдать своего ребенка на все кружки мира с самых малых лет. Но в Швейцарии за такое на вас могут написать заявление в органы опеки. Представляете, в Швейцарии уверены, что детство должно быть детством, и второго такого не будет. А потому нет смысла перегружать ребенка дополнительными занятиями. В детских садах не уделяют много внимания обучению письму, чтению или счету. В основном там есть фокус на игры, прогулки и физическое развитие. А что же касается работающих родителей, которые хотят отдать своего ребенка в садик и продолжить работу? В государственный сад в Швейцарии принимают с 4 лет. Есть небольшие отличия в зависимости от кантонов. Что же делать, если вы хотите отдать ребенка раньше? Решением являются частные садики, но удовольствие это совсем не дешевое, и стоимость начинается от 80 франков за день. Это дорого, а тем более, если ребенок не один. Многие пользуются вариантом подешевле, нанимают дневную маму. По сути, это та же няня. Уроки во многих швейцарских школах сдвоенные, почти как пары в университете. Между занятиями 20-минутные перемены, которые ученики и учителя любят проводить на улице. Жители страны уделяют большое внимание физическому развитию детей. В перерывах между уроками дети нередко вместе с преподавателями играют в подвижные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Отсидеться на скамейке вряд ли удастся. Если ребенок не хочет бегать и играть, возникнут подозрения, что он нездоров, и отведут к врачу. Отношения между учителями и учениками заслуживают отдельного внимания. В здешних школах иногда даже действует почта учитель-ученик. У каждого школьника есть свой почтовый ящик, куда он кладет записки, адресованные учителю, а на следующий день получает ответ. Так учителя не только поддерживают доверительные отношения с учениками, но и поддерживают желание школьников писать от руки, что тоже немаловажно для развития. А вот за прогулы в швейцарской школе могут выписать штраф от 50 до 350 франков. Прогулы здесь возможны только по уважительным причинам. Швейцарские авиакомпании здесь точно знают даты каникул и поднимают на них стоимость билетов. Улететь подешевле на несколько дней раньше не получится, потому что за это, опять же, грозит школьный штраф. Многие швейцарские частные учебные заведения расположены так, чтобы у детей была возможность не только учиться, но и наслаждаться свежим горным воздухом, прогулками по знаковым местам страны. Возьмем, к примеру, школу Бриланмонт в Лозанне. Она имеет несколько отдельных зданий недалеко от озера в живописной природной зоне. Само расположение позволяет студентам регулярно посещать местные достопримечательности, и культурное обогащение даже является частью учебной программы. Обязательно посмотрите наш отдельный выпуск про Лозанну на канале Егор Еремеев. Местами must-see являются Женевское озеро, оно же озеро Лиман, самое большое озеро Альп и второе по величине озеро Центральной Европы. Набережная Уши, на которой располагаются многие исторические достопримечательности, например, дворец Уши, возведенный в 12 веке. Замок Сан-Мер, построенный в средневековье. Еще одна особенность швейцарских частных школ, что обучение там ведется одновременно на 2 языках, то есть они билингвальные. И помимо этого у студентов есть возможность выбрать еще один иностранный язык, например, немецкий, итальянский или испанский. Немного обсудили сады и школы. А что касается вузов, швейцарские высшие учебные заведения в области туризма и гостеприимства – это эдакая визитная карточка. Во-первых, Швейцария находится в самой центральной части Европы. Страна постоянно принимает на своей территории огромный поток туристов. Поэтому неудивительно, что Швейцария знает толк в создании комфорта и первоклассного сервиса. Но когда это все началось? Массовый туризм в стране начался в 1858 году. Тогда английским бизнесменом Томасом Куком была организована первая поездка по Европе для богатых дворян. Среди его первых туристов в Швейцарии был сэр Артур Конан Дойл, автор книг о Шерлоке Холмсе. На сегодня в Швейцарии функционирует около 5000 отелей и гостиниц. Образование же в области туризма и гостеприимства в Швейцарии считается лучшим в мире, так как помимо теории здесь уделяется большое внимание практике и стажировкам. Если быть точнее, практика и стажировка – это неотъемлемая часть обучения. Ведущие швейцарские университеты гостиничного бизнеса и менеджмента занимают первые строчки в мировых рейтингах. Также у швейцарских вузов сформирована обширная база связей с ведущими отраслевыми организациями по всему миру, где студентам предлагаются стажировки с такими брендами, как Hilton, Four Seasons, Booking, Oriental и многие другие. У нас на канале есть отдельно выпуск про трудоустройство
в Швейцарии, где я посещаю ярмарку вакансий в Монтрё. Там вы можете наглядно увидеть, как происходит процесс общения с работодателями и студентами. Еще один интересный факт про вузы гостеприимства. Большинство студентов получают работу здесь, еще не окончив обучение. Да, и напоследок стоит сказать, что многие наши соотечественники обучались в Швейцарии. Так, например, в университете Лозанны в свое время училась Гетройц Вера Игнатьевна. Она была одной из первых российских женщин-хирургов, а также одной из первых женщин, которые получили звание профессора хирургии и возглавившая хирургическую кафедру. Во времена революции она лично обучала сестринскому делу императрицу Александру Федоровну. Также в Лозаннском университете учился еще один врач – Александр Исидорович Фельдман, советский отоларинголог. В Цюрихском университете образование получала Сабина Николаевна Шпильрейн, советский психоаналитик и педагог. Это имя, скорее всего, тоже вам ни о чем не скажет, пока вы не посмотрите фильм «Опасный метод» с Кирой Найтли в роли Сабины. В университете Цюриха вообще училось немало удивительных людей. Среди них немецкий физик Вильгельм Рентген, в честь которого и было названо открытое им излучение – рентгеновский луч, а также Герман Роршах, известный в мире психологии по тесту исследования личности пятна Роршаха. В Бернском университете образование получил Герцен Александр Александрович, швейцарский физиолог русского происхождения и старший сын писателя Александра Ивановича Герцена. На этом мы прервемся. Если вам понравился данный ролик, ставьте ему лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал, если хотите увидеть больше про учебу в Швейцарии и образование за границей в целом. И не забывайте заходить на наш второй канал Егор Еремеев, где вы узнаете больше о странах и городах, куда можно поехать.